Привет всем! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя. И в этом видео мы свяжем с вами вот такой вот декоративный новогодний носочек, сапожок из трикотажной пряжи. Для работы мне потребуется вот такая вот трикотажная пряжа. Это тонкая трикотажная пряжа халва от пряжи Центр. Можете данную пряжу приобрести на Валбересе. Ссылка будет внизу под видео. И для этой пряжи, для этой вязки я возьму крючок 7 миллиметров. Также мне потребуется уже традиционная контрастная нитка и иголка для шерсти, а также несколько маркеров, чтобы отмечать самые важные точки. Начинаю наборный ряд. Я начинаю контрастной ниткой. И смотрите, толщина контрастной нити должна быть приблизительно такой же, как и толщина вашей основной нити. Поэтому, видите, я контрастную нитку сложила вдвое. Беру крючок номер 7 и набираю 46 воздушных петель. Раз, два, три, четыре. Итак, петли набраны. Я напоминаю каждый раз, что длина этой цепочки это не равно длина готового изделия, что цепочка у меня, по крайней мере, всегда намного длиннее, а по итогу вязания она сжимается. И дальше я перехожу к вязанию первого ряда. Начну красным цветом. Итак, беру основную нить основного цвета и делаю воздушную петлю подъема. Дальше немного разворачиваю наборную цепочку и вкалывать крючок я буду в перемычке. Вот они. То есть, смотрите, вот они, задние перемычки от наборной цепочки. И весь первый ряд я всегда вяжу в перемычке, для того, чтобы по итогу эту контрастную нить было легче удалить. Вкалываю крючок в перемычку. Так. Делаю соединительную петлю. Раз. Следующую перемычку. Вторая соединительная петля. Вяжите здесь свободно. Эта вязка не любит тугих петель. Третья соединительная петля. Четвертая соединительная петля. Работаю так, я вяжу 32 соединительных петли. Всего у меня 46 петель. 32 из них будут красными и 14 будут белыми. Я провязала 32 соединительных петли красного цвета. Дальше у меня будет 14 белых петель. Предварительно я перекидываю на себя нитку красного цвета. Вот так. Сторона, которая сейчас ближе ко мне, это изнанка. Именно на нее я и буду выводить нити, которые будут перевиваться. Сторона, которая находится вот здесь, это лицо. Итак, нить я перекинула. Дальше вкалываю крючок все точно так же в перемычку. И уже начинаю вязать ниткой белого цвета. За дальнюю дужку немножко подтяну нить. 33, 34, 35, 45. И вот последняя точка, вот последняя перемычка, 46. На этом готов первый ряд. Там, где красный у нас кончик, это будет носик, это мысок. Там, где белый, это открытый вход в носок. Дальше, смотрите, я рекомендую вам пересчитать белые петли. Я их считаю, и у меня их получается 13. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13. Вы скажете, что за магия? Ты же говорила связать 14 соединительных петель белым цветом. Все правильно. Здесь, когда вы вяжете первую петлю, меняет цвет, она все еще будет красной. Да? Но мы ее считаем, как бы мы же протягиваем через нее белую нитку, мы ее считаем как белую. То есть здесь все верно. По факту, если вы начнете пересчитывать цветные косички, то у вас красных будет не 32, а 33. И белых будет не 14, а 13. Это правильно. Этот момент не должен вас смутить. И перехожу к вязанию второго ряда. Воздушная петля подъема, поворот. И начинаю, как всегда, во второе звено от крючка за дальнюю дужку. Вяжу соединительные петли. Я вяжу белым цветом. Раз, два,
3, 10. Смотрите, 11, 12. И дальше, если я продолжу вязать белым цветом, да, у меня как бы белая петля, я думаю, так, мне надо вязать белым цветом. Это будет 13, но следующая за ней петля ляжет белая на красную, поэтому здесь мы так не делаем. Вот я останавливаюсь на 12 петле, на одну петлю назад от смены цвета. То есть здесь получается 12 белых петель. И это правильно. Дальше я беру красную нитку, я вот просто беру ее ну, снизу, слежу за тем, чтобы все мои нити и все переплетения нити всегда были на одной стороне, на изнаночной, да, то есть белая, сейчас она правильно находится на изнанке. Беру красную нитку, вкалываю крючок в следующую петлю по ходу вязания, подхватываю рабочую нить и вяжу уже красной ниткой. Вот, видите, петля провязана красной ниткой, но легла белым цветом. Это 13. И дальше красной ниткой вяжу до конца за дальнюю тушку. Соединительные петли 14, 15, 16, 44, 45 и 46. Во втором ряду я точно так же вяжу 46 соединительных петель за дальнюю дужку. Из них 12 белых и остальные 34 красных. Смотрите, да? Во втором ряду 12, в первом было 14. То есть разница в 2 петли. Для того, чтобы у вас вот здесь, вот на этом стыке петли не пошли, точнее не петли, а рисунок, узор не стал по диагонали, так или так. Мы в рядах делаем разницу в 2 петли. То есть в предыдущем ряду было 14 белых, в этом 12. И тогда у вас будет прямой вот этот вот переход цвета. Итак, третий ряд, он такой же, как первый. Здесь все точно так же. Делаю воздушную петлю подъема, поворот, во второе звено от крючка, здесь я вяжу теперь за дальнюю дужку, все остальные ряды вяжутся за дальнюю дужку, только первый вязался за перемычку. Вкалываю крючок и вяжу соединительные петли. Раз, два, три. Красных петель будет 32, встречаемся там, я покажу вам еще раз, как менять цвет. Я провязала 32 соединительных петли красного цвета. И вот дохожу до того места, где меняют цвета. Здесь петля еще красная, но я помню, что если я ее продолжу вязать красным цветом, то у меня вот эта петля. У меня вот на эту петлю ляжет красная петля. Поэтому я заканчиваю за одну петлю до смены цвета. Перекидываю нитку на себя, потому что сейчас я держу вязание изнаночной стороной к себе. Вкалываю крючок в перемычку за дальний ряд. Теперь беру вот эту нитку и делаю одну соединительную петлю. Раз. В следующую точку вторая соединительная петля. 2, 3. И здесь вяжу до конца ряда. 4, 5, 6, 13, 14. И на этом готов третий ряд. Четвертый ряд. Воздушная петля подъема, поворот. И здесь я сделаю точно такой же ряд, как второй ряд. То есть снова вяжу 12 белых петель. Начинаю во второе звено от крючка за дальнюю дужку. Раз, два, 3, 11, 12. Все, дальше переход на красный цвет. Беру красную нитку, вкалываю крючок за дальнюю полупетлю и вяжу теперь красными петлями. Их будет 34. Раз, два, 3, 4. И работаю так до конца ряда. Четвертый ряд готов, дальше пятый ряд. И он такой же, как третий. Воздушная петля подъема, поворот, во второе звено от крючка, начинаю данный ряд за дальнюю тушку и вяжу сначала 32 красных соединительных петли. И снова встречаемся там, где меняются нити. Я покажу вам еще раз, как это делать. Останавливаюсь за одну петлю
до смены цвета. Все правильно. Перекидываю красную нитку на себя, белую нитку беру в работу, вкалываю крючок за дальнюю полупетлю и начинаю вязать белые петли. Их будет 14. Это нечетный ряд, здесь 14 белых петель. Раз, два, три, 4, 12, 13, 14. И это был пятый ряд, и он на этом готов. Здесь можно немножечко подтянуть петли. Вот, смотрите, как получается лицо. Здесь переход цветов строго перпендикулярен, да, вязке. И вот изнанка. Изнанка отличается от лица тем, что на изнанке будет вот такая вот перемычка, переход светлого цвета. Дальше шестой ряд. Шестой ряд будет на 2 красных петли короче, чем предыдущий ряд. Итак, шестой ряд. Воздушная петля подъема. Во второе звено от крючка вкалываю крючок и вяжу сперва 12 белых соединительных петель. 4, 5, 12. Делаю смену цвета, и дальше у меня будет 32 красных петли. Немножко подтяну. Раз, два, 3, 4. То есть я не дохожу до конца ряда 2 петли. Я связала шестой ряд и дальше беру маркер. Дальше начнется пятка у этого изделия. Маркер я вешаю на 20-ю петлю от самого края. Считаю. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. И на 20-ю петлю вешаю маркер. И в следующем ряду это будет 7-й ряд. Я начну вязать первый клин подъема для пяточки. И это будет один большой 7-й ряд. Итак, воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка вкалываю крючок. Раз, два, 3, 4, 16, 17, 18. Все правильно. Здесь будет сначала 18 петель, потому что 2 недовязанные. Дальше маркер перебрасываю и начинаю делать клин подъема. Я думаю, вы уже знакомы с этим клином подъема, так как связали, наверное, не один носок по моему мастер-классу. В следующую петлю вкалываю крючок и делаю 1 соединительная, и в следующую петлю 2 соединительная. 2 соединительных петли, которые в данном случае являются поворотом и сцепкой. Поворачиваю вязание. Эти 2 соединительных петли я пропускаю и в данном моменте не делаю воздушную петлю. Вкалываю крючок в следующую петлю и вяжу. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Делаю 8 соединительных петель. Здесь теперь делаю воздушную петлю подъема и поворот. И снова 8 соединительных петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дохожу до края. Здесь нужно сделать сперва сцепку, то есть вкалываю крючок вот так в перемычку и в нижний ряд по ходу вязания за дальнюю полупетлю. Делаю соединительную петлю раз и в следующую точку соединительная петля вторая. И это снова получилась сцепка и петля подъема. Поворот. Воздушную петлю здесь не делаю, отсчитываю раз, два, и в третью петлю от крючка вкалываю крючок и вяжу 6 соединительных петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6.
Воздушная петля подъема, поворот, снова 6 соединительных петель. Раз, два, три, четыре, пять, 6. Снова сцепка. Вкалываю крючок в перемычку, в нижний ряд за дальнюю полупетлю. Одна соединительная, вторая, поворот, 2 петли отступаю, в третью петлю вкалываю крючок, подтягиваю здесь, все. И здесь делаю 4 соединительных петли. Раз, два, три, 4. Воздушная петля подъема, поворот. Раз, два, три, 4. Вкалываю крючок в перемычку, в нижний ряд. Это снова сцепка. Раз, два. Опять поворот. Опять не делаю воздушную петлю подъема. Снова вкалываю крючок в третье звено от крючка. И здесь делаю 2 соединительных петли. Раз, два. Воздушная петля подъема, поворот. И дальше мне нужно будет довязать до конца ряда. То есть, смотрите, клин почти готов. И этот клин делается лесенкой. Каждый ряд клина мы уменьшали на 2. 2 петли оставляли недовязанным. И тем самым получился вот такой вот скос. Итак, вяжу дальше красной ниткой. Раз, два. Снова сцепка. Вкалываю крючок в перемычку в нижний ряд. 3, 4, 5, 6. Здесь получается 6 красных петель. Перекидываю красную нитку на себя, беру в работу белую нить. И белой ниткой, число петель белой нитки у меня всегда будет постоянно, да, в одном ряду 14, в другом ряду 12, потому что белая нитка во всех этих в мысках, в клиньях, она не участвует. Поэтому здесь все достаточно просто. Так, беру в работу белую нитку и вяжу ей 14 петель, соединительных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И на данном отрезке у меня получается итого 20 петель. Это число нужно запомнить, а лучше записать. Оно вам понадобится, когда мы будем вязать второй клин подъема на противоположной стороне. 14. Воздушная петля подъема и поворот. И на этом готов 7 ряд. Смотрите, он прошелся вот от этого края. Здесь сделал клин подъема и ушел до конца ряда. Это все был один 7 ряд. И дальше 8 ряд. В нем я провяжу все эти ступеньки. Начинаю белым цветом. Воздушную петлю подъема поворот я сделала. Во второй звено крючка начинаю делать соединительные петли белым цветом. Их будет 12. Раз, два, три, 12. Меняю нити и продолжаю вязать красным цветом. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Дохожу до первой ступеньки, делаю сцепку, вкалываю крючок в перемычку в нижний ряд. 21, 22. Снова ступенька, снова делаю сцепку. Опять в перемычку в нижний ряд. 23, 24, в перемычку в нижний ряд. 25, 26, и опять в перемычку. В перемычку в нижний ряд. 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34. И все правильно. Здесь итого получается 34 петли, из них 12 белых, 22 красных. Это был 8 ряд. 9 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Начинаю во второе звено от крючка. Сначала вяжу красные петли. Дохожу до смены цвета и дальше продолжаю белыми петлями. Красных петель в этом ряду у меня получается 20. Дальше пойдут белые петли. И их в нечетных рядах всегда 14. Да? 9 ряд это нечетный. Перекидываю красную нить на себя. Не забываю это сделать. Дальше вкалываю крючок в перемычку. Подхватываю белую нитку и вяжу 14 белых петель. Раз, два, 13 и 14. Так, 14. И на этом готов 9 ряд. Дальше 10 ряд. И это будет ряд, который дойдет до самого края. То есть вот эти ступеньки у носика мы будем собирать в 10 ряду. Воздушная петля подъема, поворот. Начинаю во второе звено от крючка. Вяжу соединительные петли. И сначала я вяжу 12 белых соединительных петель за дальнюю дужку. Дохожу до точки, где меняются цвета. Белый цвет оставляю и перехожу к вязанию красным цветом. Так, здесь вот надо подтягивать эту петлю, чтобы не было, чтобы она слишком большой не стала. Так, раз, два, три, 4. Здесь я вяжу до конца, собираю вот эти все ступенечки. Давайте встретимся здесь, покажу, как их собрать. Но вообще их нужно будет собирать точно так же, как и вот эти ступенечки на пятки. Дошла до ступеньки. Здесь у меня получилось 22 красных петли. Дальше снова делаю сцепки. Вкалываю крючок в перемычку от поворота в нижний ряд. 23. В следующую точку. 24. Снова ступенька. 25. 26. То есть получается 12 белых, 26 красных. 12 плюс 26 это 38. И смотрите, у нас изначально было 46 петель. Когда мы сделали клин, стало 38. Все правильно, потому что как получить это значение? Это 46 минус 8. 8 это число петель в первом, вот в этой вот в первом отрезке клина, да? 46 минус 8 получается 38. Вот мы вышли на это значение петель. То есть то число петель, которое мы делаем в клине, соответственно, на это же число петель и убавится наша цепочка изначально. Итак, это был 10 ряд. Дальше 11 ряд. Воздушная петля подъема, поворот, вкалываю крючок во второе звено от крючка и начинаю сначала вязать красные петли. Здесь точно так же итого будет 38 соединительных петель, да? Из них красных должно быть 24 и 14 белых. В общем, все точно так же. 11 ряд готов. Воздушная петля подъема, поворот. Дальше будет 12 ряд, и он должен снова быть укорочен. Но он должен быть зеркален вот этому ряду, самому короткому из укороченных на предыдущем этапе. Да? То есть здесь в 12 ряду я не дойду сначала до края 4 петли. Да? Здесь вот не сбейтесь, потому что вам может показаться, что нужно вот 2 петли оставлять. Нет, здесь 4. Мы делаем следующую половину скоса зеркальной. То есть здесь точно так же. Начинаю воздушную петлю подъема, поворот я сделала, начинаю второе звено от крючка, делаю 12 белых петель, 12 сделала, дохожу до смены нити и начинаю вязать красным цветом. Так, раз, два, три, 4. Вяжу 22 красных петли, да, 12 плюс 22 получается 34 и 4 в остатке, итого 38. Все правильно, да? То есть здесь я не довязала 4 петли. Это был 12 ряд. 13 ряд в обратную сторону. Это
полный ряд. То есть здесь будет 20 красных петель и 14 белых. Итого снова 34. Это будет 13 ряд. 13 ряд готов. Дальше 14 ряд. Смотрите, он снова пройдет вот так, и он будет на 2 петли длиннее предыдущего ряда и на 2 петли короче носик. То есть вот здесь у нас становится. Итак, вяжу вот так, встречаемся здесь. Так, дошла я до ступеньки. Здесь было снова 12 белых петель и 22 красных. И еще 2 красных нужно сделать. Будет итого 24 красных. Вкалываю крючок в перемычку в нижний ряд за дальнюю полупетлю. 23, 24. И это был 14 ряд. Дальше 15 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Сначала вяжу 22 красных петли, а затем 14 белых. Так, вот я связала 22 красных, снова делаю смену цвета, не забываю нити уводить на изнанку при смене цвета и довязываю до конца ряда уже белым цветом. Раз, два, три, четыре. 15 ряд готов. Воздушную петлю подъема, поворот я сделала. И дальше 16 ряд. Смотрите, 16 ряд, он будет полный. То есть вот от этого края до этого края. Здесь я снова сделаю сцепку со ступенькой. И вот эти 2 петли тоже провяжу. Итого 16 ряд. У него будет 12 белых петель и 26 красных. И таких рядов полных мне нужно связать 8 штук. То есть это 4 пары. То есть это будет 16 ряд, 17 ряд, 18 ряд, 19 ряд, 20 ряд, 21, 22, 23. Итак, 16 ряд провяжите самостоятельно. Встречаемся тут. Я вам покажу, как сделать очередную сцепку. Дошла я до ступеньки в 16 ряду. Последние 2 петли снова делаю сцепку. Все точно так же. Так, вкалываю крючок в перемычку. В нижний ряд это 35 и 36. Воздушная петля подъема, поворот для 17 ряда. И 17 ряд будет такой. Это снова полный ряд, да, во второе звено от крючка вкалываю крючок. И здесь я вяжу 24 красных соединительных петли и 14 белых. И, как я уже сказала, повторяем вот это вязание полными рядами до 23 ряда включительно. Я вам напишу схему четного и нечетного полного ряда, да, сколько здесь белых петель, сколько красных петель в следующем ряду, сколько белых петель в следующем ряду. В общем, встречаемся после 23 ряда, то есть это там, где начинается 24 ряд, и там мы начнем делать снова скос носика. Связала я 23 ряда, дальше будет 24 ряд, и смотрите, он начнет скос, да, и сначала этот ряд не дойдет до края носика 2 петли. То есть в 24 ряду я вяжу 12 белых и дальше 24 красных. Связала я 24 ряд, дальше 25 ряд, воздушная петля подъема, поворот и здесь в обратную сторону до конца ряда. Здесь будет опять итого 36 петель, в них наоборот сначала 22 красных, затем 14 белых. 25 ряд я сделала, снова делаю воздушную петлю подъема для 26 ряда. 26 ряд это 12 белых петель, и он снова будет на 2 петли короче, чем предыдущие пары рядов. То есть если здесь было 36, то будет 34. И итого в нем будет вот здесь 22 красных петли, 12 белых, 22 красных, итого 34. 26 ряд готов. Вот я не дошла еще 2 петли до предыдущей ступеньки. И следующий ряд 27. Воздушная петля подъема, поворот. И в 27 ряду у меня будет 20 красных и 14 белых петель. Итого 34. 27 ряд готов.
28 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. И 28 ряд должен быть полный. То есть он снова соберет все вот эти ступенечки. 28 ряд будет состоять из 12 белых петель и 26 красных петель. Итого в нем будет 38 соединительных петель. 22 красных петли провязала, дохожу до первой ступеньки. И здесь точно так же их собираю, как мы делали до этого уже несколько раз, да? Вкалываю крючок в перемычку, в нижний ряд, 23, 24, следующая ступенька снова в перемычку, в нижний ряд, 25, 26. И это был 28 ряд. Воздушная петля подъема, поворот, дальше 29 ряд, в нем будет 24 красных петли и 14 белых петли. Это тоже будет полный ряд. Итого в нем будет 38 соединительных петель. 29 ряд готов. Дальше 30 ряд. Я уже сделала воздушную петлю подъема, и 30 ряд это будет снова укороченный ряд. Вот, смотрите, тыльная сторона стопы получилась, да? Вот 2 скоса у носика на первой половине, и вот 1 скос у носика на второй половине. То есть здесь мы начинаем второй скос у носика, и он начнется с самого короткого ряда, да? Он, как всегда, зеркален предыдущему скосу. Итак, 30 ряд. 30 ряд это 12 белых петель и 22 красных петли. 30 ряд у меня готов. 31 ряд. Воздушная петля подъема, поворот, и 31 ряд это снова итого 34 петли. Из них 20 это красные и 14 это белые. Итак, я связала 31 ряд. И дальше будет 32 ряд. И в нем мы начнем второй клин подъема противоположный. Помните, когда мы заканчивали вот этот клин, я просила вас запомнить число 20. Если вы его забыли, то ничего страшного, просто считайте вот последние петли в этом ряду. Вот эту перемычку не считаем, считаем петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. У меня здесь 20 соединительных петель. И сейчас вот это количество нам нужно провязать, и остановиться будет в этой точке для начала второго клина подъема. Из этих 20 петель мы все еще работаем по той же самой схеме, по которой мы работали весь данный носок. Мы вяжем 12 белых и получается 8 красных. Итак, воздушная петля подъема, поворот, и начинаю делать 12 белых. 1, 2, 11, 12. Дальше перехожу на красные. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 соединительных петель от начала ряда я связала. Дальше второй клин подъема. Воздушная петля подъема, поворот. И сперва делаю 2 соединительных петли, начиная во второе звено от крючка. 1 и в следующую точку 2. Опять воздушная петля подъема, поворот. Во втором клине подъема воздушную петлю подъема мы делаем с обеих сторон. Мы забываем то, как мы вязали первый клин подъема, и не ориентируемся вот на те последовательности, когда мы там не делали воздушную петлю, делали 2 соединительных. Вот это все мы здесь забываем. Здесь это не применяется. Здесь в каждой стороне делается петля подъема. Дальше 4 соединительных петли. 1, 2. Так, дохожу до ступеньки, делаю сцепку, так, вкалываю крючок в перемычку, в нижний ряд,
3, 4. Воздушная петля подъема, поворот, 4 соединительных петли. Раз, два, три, четыре. Воздушная петля подъема, поворот, 6 соединительных петель. Раз, два, три. Так. 4. Снова дохожу до ступеньки. Вкалываю снова крючок в перемычку, в нижний ряд. Это 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот, 6 соединительных петель. Раз, два, три, 4, 5, и 6. Воздушная петля подъема, поворот, 8 соединительных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6. Снова дохожу до ступеньки. Так. Снова вкалываю крючок в перемычку, в нижний ряд. 7, 8. Опять воздушная петля подъема, поворот и снова 8 соединительных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Так, и последнюю точку 8. И на этом клин подъема на самом деле готов. Если вы помните, то первый клин подъема мы начинали с 8 петель, закончили 2. На противоположной стороне, на втором клине подъема, мы начинаем с 2 петель, заканчиваем 8. То есть здесь должны вот эти числовые последовательности совпасть. И дальше продолжаю вязать этот же ряд. Это был 32 ряд, воздушная петля подъема. Теперь я вяжу вот до этой точки. То есть я вот так прохожу, здесь делаю сцепку, дохожу вот до этой ступеньки, здесь снова делаю сцепку и еще 2 петли вяжу. Считаем петли в этом отрезке. Начинаю, как всегда, во второе звено от крючка. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Так, вкалываю крючок в перемычку, в нижний ряд. 9, 10, 11, 12. Так. 13, 14, 15, 16. Вкалываю крючок в перемычку, в нижний ряд. 17, 18. Воздушная петля подъема, поворот. Здесь у меня получается 18 петель, и это все верно. То есть, смотрите, 18 и 2 недовязанных, итого 20. И если вы помните, то вот здесь, в самом начале, мы откладывали пик пяточки, мы вешали маркер на 20 петлю. Эти два числа тоже должны совпасть. И это все был один 32 ряд. 33 ряд. Воздушную петлю подъема я сделала, во второе звено от крючка вкалываю крючок и начинаю вязать соединительные петли. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Дохожу до пика пятки и начинаю обвязывать вот по этой стороне пятку. Здесь делаю так. Я вкалываю крючок сначала в одну нить, а потом во вторую. Вот так. В 2 ниточки вкалываю. Делаю соединительную петлю. 19. Дальше в пространство между рядов. 20. Снова в одну ниточку, во вторую. 21, 22. И опять в одну ниточку, во вторую. 23, 24. В одну ниточку, во вторую. 25, 26. Итого вот по этой стороне будет 8 петель. Это опять то значение, с которого мы начинали клин подъема, да, с 8. И здесь оно должно у вас и получиться, да. Если у вас какое-то другое значение, то где-то ошибка. 26 я сделала. 27, 28, 29, 30. Меняю цвет и остается 14 белых. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Последнюю точку. И на этом получается готов 33 ряд. Итого в данном ряду у меня получилось 44 петли. И здесь 2 петли еще не довязаны. Всего 46. Вот 46. Мы, помните, в начале набирали 46. Мы вернулись к этому значению петель. Значит, все сделано верно. Если у вас начальное значение петель и конечное не сходятся, значит, где-то ошибка. Где-то вы либо упустили петлю, либо наоборот прибавили лишнюю петлю. 33 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Это будет полный ряд, и в нем опять-таки делаю сначала 12 белых петель. Раз, два, 3, 11, 12. Так, вкалываю крючок в следующую белую петлю и вяжу теперь красным цветом. Раз, два, 3, 4, 30, 31, 32. Вкалываю крючок опять в перемычку. В нижний ряд 33, 34. И получается здесь 34 красных петли. 12 белых, 34 красных, итого 46. Все верно. Это был 34 ряд. И дальше мне остается связать 35 ряд и 36. И на этом мое изделие будет закончено. Это ряды, это полные ряды, в них вяжется все количество петель, которые мы вязали до этого, то есть это будет 46 петель. Не забывайте только правильно делать смену цвета вот в этом месте. Все, вязание я закончила, а нитки обрезала, ну здесь небольшие хвостики. И теперь последний ряд я распускаю. Я его вязала для того, чтобы просто замерить нить, необходимую для сшивания. Распускаю красную нить.
и распускаю белую нить. Отлично. Здесь остается одна открытая петля, даже воздушную петлю подъема, и ту распускаю. Беру иголку с толстым ушком, я буду ей сшивать. Вставляю в эту иголку сначала белую нитку и складываю свое изделие так. Наборный ряд контрастной ниткой лежит внизу, открытая петля в правом верхнем углу. Закрываю иголкой открытую петлю и затягиваю. Складываю изделие вот так и дальше начинаю работать. Моя контрастная нитка служит мне подсказкой. Это нить Helper. Вот, смотрите. Я думаю, на толстых трикотажных нитках это отлично видно. Вот фиолетовая нить охватывает две белых ниточки первого ряда основным цветом. И я точно так же иголкой охватываю эти две ниточки и вывожу иголку и подтягиваю. На противоположной стороне я завожу иголку в петлю, которую мы только что закрыли. Вот так. И подтягиваю. И возвращаю иголку в следующую кромочную на себя и в ту петлю, которая только что образовалась. И снова подтягиваю. Опять раздвигаю нити первого ряда и смотрю, вот те две ниточки, которые подхватила фиолетовая нить. Подтягиваю. Теперь увожу иголку в петлю и в кромочную. И возвращаю в следующую кромочную и в только что образовавшуюся петлю на себя. Подтягиваю. Опять вот две ниточки, которые охватывает контрастная нить. Подтягиваю в петлю в кромочную от себя как бы. Кромочную в петлю на себя. Две ниточки, которые охватывает контрастная нить. В петлю в кромочную, в петлю. Охватываю те две ниточки, которые охватывает контрастная нить, в петлю в кромочную, подтягиваю, в кромочную, в петлю, подтягиваю. Шов сливается со всеми остальными вязаными дорожками. Опять подхватываю те две ниточки, которые охватывает контрастная нитка, в петлю в кромочную, в петлю. Опять охватываю те две ниточки, которые охватывает контрастная нитка, в петлю в кромочную, в петлю. И опять. Я так подробно рассказываю, я просто хочу уже дойти до того места, когда нужно будет сменить нити и показать вам, как работать там, когда у вас разная пряжа начинается, разные нитки. Потому что, естественно, весь этот шов я не буду делать белой ниткой. Я не для того делила все вязание на две части, на белую и красную, да, чтобы в конце все сшить одной ниткой. Нет, конечно, здесь мы тоже сделаем все аккуратно, все так, чтобы и шов, и переход цвета, все слилось воедино, чтобы было аккуратно и незаметно. Так, ну вот я почти дошла до завершения. У меня уже очень короткий хвостик. Сшивать уже не так удобно. Фактически я делаю самый обыкновенный тамбурный шов, да, то есть тамбурный шов — это тот самый шов, из которого и родилось вязание крючком. Это не трикотажный шов, смотрите внимательно, это не матрасный шов, это просто тамбурный шов. Просто я специально продумала всю его траекторию, придумала вот эти контрастные нити как раз для того, чтобы наглядно было видно, как сшивать эту вязку
тамбурным швом, чтобы было красиво. Так, здесь все еще белая пряжа, но значит белой ниткой я ее и подхватываю. Так. Надо было чуть-чуть мне подлиннее хвостик оставить, потому что коротким хвостиком, конечно, работать неудобно. Все, белой ниткой я закончила шить. Останавливаемся вот на такой конструкции. Видите, здесь по ходу вязания еще белая петля. Я вот так вколю иголку, то есть в кромочную и в петлю, для того, чтобы продолжить шить дальше. И теперь я в свою иголку вставляю красную нитку. Вывожу. Здесь смотрю, как опять контрастная нитка, вот она, и она вот так захватывает нити, да. Все верно. Опять вывожу, возвращаю иголку в петлю, в кромочную. Так. Следующую кромочную в петлю. И все, смотрите, я поменяла цвета пряжи, поменяла пряжу. И дальше уже просто продолжаю шить красной ниткой. Больше смены пряжи здесь нет. До самого конца ряда. Число петель, напоминаю, должно быть одинаковым, что с одной, что с другой стороны. Именно благодаря этому у вас две половинки сойдутся идеально. В общем, работайте так до конца ряда. Встречаемся здесь и зашиваем мысок. Последние стежки остаются, да? Так. Так. И последний стежок. И смотрите, нити, начальная нить и конечная нить, вот, они сходятся в одной точке. Здесь можно просто взять и вот так вот их связать на узел, ну, либо сшить обычными нитками, потому что это трикотажная пряжа, ее можно сшивать, а затем хвостики спрятать. Это у меня изнаночная сторона, лицевая, она внутри. Нужно вывернуть носок теперь на лицевую сторону. И теперь удаляю контрастную нитку. Я открываю наборный край. Так. Не с того конца я его открываю. И просто удаляю данную нить. Так.
Все, контрастная нитка легко и просто удалилась. Теперь вот этот хвостик белый, он один-единственный получается у меня на лице. Я просто уведу его наизнанку. С помощью иголки, с помощью крючка, как вам удобно. Вот. Спрятала на изнанке. Там я эти хвостики тоже свяжу между собой на узел. И нам остается стянуть вот этот мысок. Для мыска я беру отрезок красной нити. И просто я стяну их как макушку шапки. Можно сшить попетельно, все на ваше усмотрение. Но я стяну как макушку шапки. Вкалываю сперва через одну. То есть одну пипочку кроевую вкалываю, следующую пропускаю. Одну вкалываю, пропускаю. Одну вкалываю, пропускаю. Вкалываю, пропускаю. Вкалываю, да. Так. И теперь, вот я дошла до того момента, где мы начинали. И теперь делаю наоборот. Сначала вкалываю в те, которые мы пропускали. Вкалываю. А в те, которые мы вкалывали, я пропускаю. Вкалываю. Вкалываю. То есть таким образом очень легко и просто стягивать макушки у изделий, у которых очень много здесь всяких петель, ниток, вот из трикотажной пряжи, которые состоят. Давайте в последнюю точку вот сюда. И теперь аккуратно тяну то за один хвостик, то за другой. У меня получается такая двурядная макушка, видите, но она все равно стягивается без отверстий. Все, стянула. И теперь по-хорошему эти две нити нужно вывести наизнанку и там связать, потому что если я здесь делаю узел, он так и останется на лице. Поэтому я беру крючок, выведу нитки наизнанку. И там на изнаночной стороне сделаю узелок и спрячу все оставшиеся хвостики. Прячу хвостики вдоль вязаной косы. Я вам покажу на белом хвостике. Вот так, смотрите. Белая часть у меня это подворот, и она бывает и лицевой, и изнаночной, поэтому на ней я хвостики не прячу. Так. И точно так же поступаю со второй вот этой же ниточкой. Выворачиваю сапожок обратно на лицо. На самом деле самое сложное во всей этой работе было выворачивать его туда-сюда обратно. И потому что эта пряжа, но она жесткая, это же трикотажная пряжа с лицевой нарезкой. Наша любимая бисквит, только в этот раз они ее сделали потоньше, сделали 3-4 миллиметра. Да, давайте сейчас уточним. Да, 3-4 миллиметра. И, соответственно, получается, что эта работа очень хорошо держит форму, и ее очень сложно вывернуть. Здесь сделаем подгибку, такую красивую, да. И все, на этом сапожок готов. Можно украсить его handmade бирочкой. Можно использовать его как упаковку для подарка, допустим, сюда добавить сладостей. А я, наверное, сделаю просто подвес на дверь. Знаете, некоторые делают венок, и венки я тоже делала в прошлом году и в позапрошлом. А в этом году я украшу его вот здесь вот сверху еловыми веточками и сделаю такой подвес на дверь. Добавлю бубенчиков, маленьких шариков, какую-нибудь гирлянду сделаю. В общем, вот такой сапожок получился у меня. Кстати, забыла вам показать. Шов, вот он, вот здесь происходит смена нити, вот он сам шов. Он незаметен. Я считаю, что даже на такой работе, когда вы это изделие не будете носить, а будете использовать как декор, все равно нужно соблюдать детали, все равно нужно делать его идеальным, совершенным, таким, чтобы ничего в глаза не бросалось, не выбивалось из стройного ряда петель и рядов. И, конечно же, рекомендую всегда делать вот этот вот бесшовный шов, если вы вяжете соединительными петлями или боснийской вязкой. Надеюсь, что вам понравилось данное видео. Заранее спасибо за ваши лайки. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы в комментариях, если что-то было непонятно. Все ссылки внизу под видео. Спасибо за внимание. Пока-пока.